Привет, народ, заинтересованный в конструировании акустических систем по своим вкусам, заданиям и потребностям. Сегодня я подведу конец 4-му сезону, в котором, напомню, я показывал вам все этапы планирования, разработки и даже производства колонки на базе 6,5-дюймового вуфера SIS и крупненького такого твитерочка Monocore DT300. Я провел довольно времени в поисках оптимальной настройки этой системы, оптимальной для меня, для себя конфигурации этой системы. Напомню, я хотел разработать и собрать для себя небольшие полочники для работы с сабвуфером. Это изменяя задачу до неузнаваемости. Это не всем нравится, но я являюсь басофилом, делал это я под себя. Как, к примеру, вам показал этот сезон очередное построение этой системы. Что я этим хотел достичь? Я люблю бас, да, и очень ценю, кроме этого, мид-бас. Так вот, мид-бас я поручил сравнительно легкому динамику SIS небольшого размера с очень хорошими энергетическими характеристиками, который способен играть этот бас артикулированно, точно, хорошо читаемо, чтобы можно было ноты различить, которые играет бас-гитара, или даже звучание бас-гитары от контрабаса, но при этом, чтобы была еще басовая подушка, основа, на которой это все лежит, которую делает специально разработанный для этого сабвуфер. Никакого требования к этому сабу при этом я не предъявляю, потому что все творческие, музыкальные задачи поручены, собственно говоря, колонкам, полочникам. О них, собственно, сегодня будет речь. Я провел много времени, подбирая комбинации, собрал несколько типов фильтров, которые сейчас вам, собственно, покажу. Я показывал уже пару вариантов в предыдущем выпуске. Один из них стал основным, и забегая вперед скажу, что он основным и остался, но при этом я собирал еще одну схему с кардинально другими параметрами раздела, и вам сейчас покажу. Вот перед вами схема, на которой я остановился. Она дает довольно неплохие параметры. Как по мне, сшивки, вот эта сшивка, она получилась, к сожалению, около 4 кГц на самом деле. Из-за вот этой вот полочки, на самом деле, раздел должен был быть где-то на 3 кГц, но неважно. Так или иначе, вот такие вот параметры получились. Да, что касается импеданса, вот он такую уродливую форму имеет, но зато никаких просадок и провалов во всем диапазоне частот нет. Импульсные характеристики мы опустим, сейчас не о них. Итак, кроме этого, я собрал еще вот эту вот схему. Здесь я кардинально изменил фильтр высоких частот и немножко изменил фильтр низких частот. Это больше на Чебышева вообще похоже, которое, однако, не привело к провалам импеданса, что могло бы произойти в принципе. И раздел получился вот такой. Трудно сказать так вот огульно, поверхностно глядя на различия этих кривых. Я пытался выровнять вот этот вот горб. Честно говоря, мне он не нравился, я думал его как-то привалить. И вот сделал более пологий срез и низкочастотного динамика. И главное вот этот, заметьте, я от этой полочки практически на 5 дБ где-то при этом отвязался. Но при этом не достиг творчески никакого интересного результата, поэтому эта схема была забыта. И вот эта схема стала основной в этом моем проекте. Получилась ЧХ, измеренная в среднем поле, учитывая влияние комнаты и так далее, которые я здесь специально не показываю. И здесь куча отражений, конечно же, от близлежащих предметов. Речь идет о сшивке, вот эта сшивка, вот эта фаза, то есть вот эти горбы твиттера, которые, в общем, заявлены даже в его паспорте. Однако плюс-минус это все укладывается в 3-4 дБ. Тут другое дело, что вот эти горбы и равнины, которые мы видим на АЧХ, они совершенно уникальны, они свойственны только вот этой сборке, допустим. У вас получится с немножко другой картиной, да и измерить мы с вами в домашних условиях не в состоянии, просто можно предположить, что они будут иными, и это все будет формировать, собственно говоря, те особенности звучания, ту аутентичность, которую будет иметь тот или иной полочник, поэтому сравнивая его с другими полочниками на творческом уровне, то есть вот как на нем будет хард-рок идти, или как на нем там будет акустический инструмент, какой-то гитара, там какая-нибудь арфа, рояль,
звучать. Все это будет там участвовать подспудно, как бы мы должны это понимать, анализируя, как звучит эта колонка. Не потому, что там использован динамик СИС или динамик Монокор или какой угодно другой динамик, а еще и потому, что это уникальная конструкция. Вот в этом есть, собственно, ценность электроакустики в том, что она сочетает абсолютно технический, ясно сформированный определенный аспект и творческий аспект, который может кардинально отличаться от технического, идти ему вопреки. Допустим, можно получить абсолютно ровную какую-то частотную характеристику, например, которая бывает у ленточных фильтров в высокочастотном диапазоне, там выше 2-3 кГц, там просто палка рисуется такая. Но есть люди, которым не нравится это звучание. Мне, например, нравится. Я вот сейчас использую купольный твиттер просто для себя, чтобы обогатить себе знаниями, еще как эта штука работает. Ну, еще работает, таки тоже можно слушать. Тем более, если привыкнуть, так вообще-то сроднишься с ней. Как те несчастные, которые в советское время покупали колонки S90, спустя 30-40 лет все, что они слышат, сравнивают с этими уродцами. Ну, потому что это их родной звук, они на нем выросли. Господь милостив, я не имел никогда этих колонок первоначально, потому что у меня не было столько денег, когда я был совсем молодым. Потом, когда появились деньги, один умный человек подарил мне Regen 30, на котором я это все слушал, и таким образом сформировал свой слух более-менее нормально. Ну, правда, его формировал больше в музыкальной школе и детском симфоническом оркестре, но это уже другой разговор. Да, о чем бишь я? Итак, любой незначительный горб, который есть, или провал на АЧХ в вашей акустической системе, еще если он совпадет с резонансом комнаты аналогичным, то есть провалом или горбом, соответственно, он будет делать звучание этих колонок совершенно уродливым. Поэтому напомню еще раз, что следует, конечно, уделить время и внимание расстановке колонок в комнате, относительно разных стен, относительно углов, но в основном это формирует басовую картину. Однако такие штуки, как порхающее эхо, еще что-то, у меня есть видео с серьезным специалистом по акустике помещений. Рекомендую посмотреть, если кого-то это больше интересует. Хотя это тоже не азбука, не букварь, по которому можно что-либо делать, но это, по крайней мере, дает, определяет какие-то постулаты этой темы, которые я лично не знал до общения с этим замечательным человеком. Еще раз об АЧХ пару слов. Принято измерять АЧХ в третьеоктавных полосах. То есть, если здесь у меня сглаживание включено, где там эта мышка? Сглаживание. Да, в третьеоктав, вот эти третьеоктавные полосы. Имеется в виду, если бы я сделал более такую картину детальную, то это нельзя было бы к этому апеллировать и формировать параметр в одну строку писать там с 60 Гц там по 20 кГц плюс-минус 3 дБ. Нельзя, потому что принято в третьеоктавных полосах. Но это просто я для информации, многие из вас, конечно, это знают, просто иногда, опустив этот момент, можно увидеть какой-то чудовищный параметр, а потом окажется, что люди просто его формировали вопреки принятым стандартам. Этого делать нельзя, потому что иначе эти параметры будут несравнимы друг с другом. Вообще об АЧХ, как о способе визуализации работы какой-то акустической системы, можно говорить много. Но следует, во-первых, правильно ее интерпретировать, что очень важно. Вот я вам намекнул про третьеоктавные полосы. Есть еще какие-то вещи, но прежде всего, конечно, это условия измерения и параметры измерения, там сколько повторений для аппроксимации и так далее, и так далее. Это все знают метрологи. Я, например, не метролог, хоть и работал в фирме Клипель. Но мы там занимались анализом, в общем-то, звука, не сколько метрологии, как таковой в чистом виде. Но там было это все еще более жестко, как бы. И анализатор клипа. Я могу
отнести эту колонку туда, для того, чтобы вы померить, и получится, что вот эта АЧХ, ну, будет иметь какую-то иную рябь, допустим, вряд ли это вам будет полезно. То есть это всего лишь образец. Мы с вами тренируемся, тренируем свои навыки, свое понимание к формированию звучания, от чего оно происходит так или иначе. Поэтому не стоит сильно вглядываться в эти кривые. Их, конечно, нужно иметь в виду, однако особо без фанатизма. Как Ницше писал, что если долго смотреть в бездну, то бездна будет смотреть в тебя. И в этих кривых ты увидишь то, чего нет на самом деле. То есть не хотелось бы, чтобы это принимало какие-то извращенные формы. А есть другие люди, которые говорят: я вообще не смотрю на эти графики, потому что я слушаю ушами, а не осциллографами. Я поздравляю, но я уже много раз об этом говорил, что это есть визуализация реальности. То есть вы принимаете слуховое, даете оценку на основе слухового восприятия того, как работает эта система. Ну, во-первых, вы не золотые уши Мухосранского, во-вторых, колонки эти могут стоять неудачно, музыка может быть подана неудачно, усиление, кабеляж, ТРПРы, все может быть, отличаться от каких-то стандартов. И это значит, что не в этот раз, так в следующий раз оно возьмет и неприятно вас удивит тем, что ваша оценка окажется несостоятельной. И это не нужно. И это нужно учитывать при просто обсуждении инструментальном, которое я показываю, и творческом, о котором мы вот сейчас только что говорили, про вот этих вот с осциллографами. Есть еще такое осуждение этого моего проекта, что, мол, цифровой век сейчас, и есть ДСП, есть раздельное усиление, сейчас оно применяется везде. Начало оно, кстати, применяться, если вы знаете наверняка, в студийных мониторах. То есть там, где люди вот как раз слышат лучше всех, вот лучше вот этих вот с волосатыми ушами знатоков. Даже, пожалуй, может быть, лучше музыкантов, поскольку они могут охватить в целом это звучание, попытаться его прилизать как-то, преобразовать, привести к какому-то знаменателю. Так вот, студийные мониторы. Студийные, это там, где, например, для мастеринга мониторы могут стоить просто космических каких-то денег, равное помещение, в котором мастеринг именно производится. И вот это как раз там очень помогает раздельное усиление. Кстати, вначале оно было не цифровым, а аналоговым. Цифровым стало, может быть, только 10 лет назад. Массово. В смысле. Но сейчас делают мультимедиа колонки, вот эти, которые я часто обозреваю, например, Diffire, там везде цифровое усиление, цифровое разделение, аудиопроцессор разделяет потоки, посылается сигнал каждой полосы на свой индивидуальный усилитель, который непосредственно с гальванической связью подключен к динамику, допустим, что делает их связку оптимальной, просто идеальной, потому что здесь вот фильтр стоит, вот этот кроссовер, и он серьезно ухудшает тот же демпинг-фактор, о котором я делал какие-то видео уже, и другие параметры согласования работы вот этих двух систем. Потом вот это вот нельзя назвать очень качественным делением по полосам. А цифровая схема разделила бы это вот резко просто. Короче говоря, как вот инженеру захочется, разработчику, конструктору, так она и поделит полосы. Это, безусловно, очень удобно. Я старый человек, и я очень хотел создать систему по классической схеме. То есть усилитель отдельно, колонки отдельно, кабеляж отдельно, фильтры в колонках внутри. Их можно подключать к разным усилителям и оценивать, допустим, качество звучания разных усилителей. Как я говорил, а вдруг Коля Сухов подарит мне свой оконечник, вот этот вот революционный ББА класса, и я не смогу подключить к какой-то системе с цифровым разделением по полосам. Есть такой, как сказал фотограф Роберт Полидори, что цифра создана для того, чтобы сразу забыть, а аналог создан для того, чтобы помнить всегда. Правда, он это говорил про фотографию, потому что он фотограф, но я с удовольствием перенесу это на звук. Ладно, сейчас мы послушаем, как звучат сначала барабаны на этих колонках, потом я подключу даже с сабвуфером, это вам дам, как результат этого всего, того, что я сейчас говорил, как работает, а потом я заряжу свой старый набор треков, на котором вы услышите, как он звучит на этой системе, а потом когда-нибудь можно будет сравнить этот концепт с иным каким-то. Сначала розовый шум.
Теперь барабаны. Теперь еще барабаны. А теперь включаю сабвуфер. А теперь музычка с сабом. А теперь без саба. Ну вот, как вам? Ну, довольно убедительно, особенно с сабвуфером, опять же. Это, конечно, не касается тех людей, которые сабы принципиально не приемлят. Это видео как бы не для них. Однако они могут рассмотреть эту систему как самостоятельную автономную акустическую систему, которая работает без сабвуфера. Возможно, им этого достаточно. И, кстати, в большинстве случаев ее хватает. Особенно, так называемое, такое комфортное прослушивание, кабинетное прослушивание в небольших комнатах, где параметры всего этого не позволяют раскачать серьезное звуковое давление для того, чтобы всерьез оценить качество звучания. Короче говоря, они и так могут уже работать. Вот такой получился 4-й сезон. Пишите, друзья мои, будет еще и другие сезоны. Мне это просто нравится тема. За всем прощаюсь. Auf Wiedersehen, дорогие мои.